Так, ну что, всем привет, и у нас продолжение, часть третья. В общем, уже Goldwing фестиваль позади, и мы движемся в сторону Средиземного моря. В принципе, в планах у нас дня 2-3, может быть 4 переночевать на Средиземном море, рвануть дальше в сторону Каппадокии. Ну, в общем, поехали, как говорится. И едем мы такие веселые, вот здесь по Турции. И тут везде начинаются вывески. Леблеби, Леблеби, Леблебей. В общем, ну не знали, что это такое. Я говорю, слушай, ну давай остановимся. Остановились, вот, зашли в такой магазин. Помимо всего, здесь куча вот таких вот сладостей продается. Ну и, в общем, выясняется, это нут. Такой вот, получается, он как к бобовым, по-моему, относится. Ну и мы, как всегда, не удержались. Конечно, пару пакетиков себе на пробу взяли. Ну и, в принципе, дальше начали смотреть, да, по самому магазину. Магазин, кстати, очень большой оказался. Ну и тут, конечно, вся стена в ножах разных там и просто кустарного производства, и их местного производства. Ну, как видите, вот они. Ну, естественно, я как охотник и рыбак не мог не удержаться и не приобрести себе ножик. А тут, получается, он говорит, слушайте, давайте я вам, ну, что хотите, выжгу на нем. Я думал, он просто там, ну, какая-то легкая каллиграфия там будет, которая там в дальнейшем, как говорится, выгорит. А у него такой серьезный прям лазер стоит, и он этим лазером, получается, ну, выжег ту надпись, которую мы его попросили. Причем выжег он не просто, а именно там углубление было на пару миллиметров. Ну и, в общем, мы довольны вот с таким вот ножиком и со сладостями рванули дальше. Выехали, и тут вот прям получается, ну я же говорю, сколько уже мы не раз путешествуем по Турции, вот я же говорю, бывает район, вот действительно путешествуешь там, район чисто помидоры продают, вот здесь вот как начался такой район, и здесь все вот в этих дынях, дыни пошли, ну интересно, конечно. Ну а пока мы были на Goldwing фестивале, мы же там много с кем познакомились, получается. И по рекомендациям одного человека мы решили посетить несколько достопримечательностей. Ну мы там себе сохранили его. И в общем рванули мы в сторону такого древнего города. Вот он называется Кибира. Кибайра, может быть. Ну как-то вот более правильно, может так сказать. Ну что сказать про этот город? Он очень в многих локациях восстановлен был. И помимо этого он много у него композиции, можно сказать, или как правильно, ну, исполнение, да, у него посвящено Медузе Горгоне. Ну, в принципе, дальше вы сами увидите, потому что мы сейчас направляемся уже вот как раз в сторону этого города. Ну, интересная локация не только тем, что она, ну, такая вот значимая здесь в плане этого места, но еще и, ну, добраться до нее, как видите, нам предстояло по такому вот, ну, полубездорожью. Конечно, если дождик здесь ливанет, я бы уже на голде сюда не сунулся, потому что здесь есть несколько ярусов. Одна часть этого, ну, города, она расположена намного выше, а другая часть, вот спускаетесь буквально, может, метров 300 и ниже, и заходите, просматриваете, ну, другую часть. Ну, сейчас, как вы уже видите, мы уже поднимаемся к самой высокой локации этого города. Ну, в любом случае, здесь приходится, вот мы доехали до парковки, на входе один разовый билет оплатили, и уже по всем этим локациям, ну, путешествуем сами. И смотрите, чтобы посмотреть весь этот античный город, как минимум закладывайте в районе 2-3 часов, потому что он действительно очень большой и очень масштабный. Здравствуйте. По каким-то козьим тропам ходим. Ну и, конечно, как вы можете заметить, в любом случае, когда вы осматриваете, да, какой-то большой город, в любом случае здесь будет вот такой большой амфитеатр. Ну, опять же, все только начинает восстанавливаться, много работ, видите, после завала. Ну, в общем, вот такая красотища здесь находится. Так, ну у нас с Ириной очередной поход по древностям. Вообще здесь тоже красиво. Как помнишь, в этом... Да, красивый зал, да, такой вид. Да, Там вон какая-то арка красивая, довольно-таки симпатично здесь. помнишь, мы тоже видели мозаику? Да, вот посмотрите, какая мозаика интересная. Интересно восстановленная или сохранившаяся. Как это? Кибура, как-то так называется это место. Кибюра.
Сейчас зайдем, посмотрим маленький амфитеатр. О, это, кстати, театральная сцена. Нам, кстати, говорили, что это посвященная Медузе Горгоне. Медуза Горгона. Вот она, пожалуйста, во всей красе. Так, ну что, друзья, мы все-таки узнали это правильное название этого большого города Сагласос. Это нам подсказали это друзья с YouTube канала, ну как друзья знакомые, познакомились с YouTube канала Протоцивилизации. Это не реклама, так просто информация. Так, ну что, мы как никогда на сцене, и нам надо проверить акустику. Давайте сегодня с вами проверим здесь акустику. Оп. Ну, надеюсь, меня слышно, видно. Я предлагаю сегодня что-нибудь не петь, а из Шекспира, наверное. А мать твоя знает, на ком ее гобелен? Или, по-моему, это Железного человека. Так. Задаю себе вопрос, почему сидеет волос, год за годом связки рвал. Твердым стал мой голос, удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Все. Аплаус, аплаус, аплаус! Так, ну мы, получается, пришли вот оттуда и вот, как говорится, сюда. Вот такой вот громадный. Это мы еще даже большую часть не посмотрели. Сагласос город назывался. Здесь такой действующий фонтан восстановили они. Ну, молодцы. Надо отдать должное. Укрепляют, восстанавливают. Вид тут, конечно, обалденный. Опять же, вот повторюсь. Так, ну что я вам скажу. У нас, как всегда, удивление. Реально, Сагласос нас удивляет. Вообще просто волшебство какое-то. Смотрите, какие променады, колонны, виды. А вид какой. Да, вообще реально не ожидали. Тут, мне кажется, ходить не переходить. И, в общем, получается, основную часть верхнего вот этого древнего города мы посмотрели и решили уже спуститься вниз. Но, опять же, знатоков прошу в комментариях отметить, либо это действительно Кибирия, либо это Сагласос. Так, спустились мы до нижней площадки, она же была первая, которую мы проезжали. Блин, ну, конечно, хочется верить, что здесь все-таки какие-то были скачки, может быть, турниры. А почему ты не хочешь, чтобы это был рынок? Ну, почему-то да, некоторые пишут, что это рынок. В общем, мы так и не разобрались с этими гуглами и википедиями. То ли это Кибира, то ли это Сагласос. Но мы согласны, что это классное место. Ирина? Согласна. Если Ирина согласна, значит все хорошо. Как мне сказали, турки Тогда- good place. Да, пару фотографий и едем дальше. Что не сделаешь ради контента. Заставил Ирину подняться на максимальную высоту. Как же мы узрим всю эту красоту, не поднявшись на эту высоту? Ирина. Вот она. Вот эта сцена, конечно. Ну, в общем, не знаю, как вам, но мы остались в большущем восторге от посещения этой локации. Ну, я что скажу, это действительно громаднейший объект, который стоит внимания, если вы где-то путешествуете здесь, в районе Турции. Ну, обязательно в описании смотрите локации, основные я всегда оставляю. Ну, вот прелесть местного кафе, остановились, вот меню. И сразу, даже ничего не заказывая, принесли нам водички. И ждем заказ. Вот такое.
Ну и как обычно, друзья, ну как без истории. В общем, начали мы оплачивать, я пошел, я говорю, давайте я, может, попробую картой. Он, хорошо, давайте. Прикладываем карту, вроде списывается, все. Хорошо, хорошо. Он говорит, нет, у меня не проходит. Я говорю, ну ладно, не проходит. Я говорю, давайте, я вам сейчас наличкой оплачу. Оплачиваю наличкой, возвращаюсь, смотрю у себя в банке, у меня в банке списано. Подхожу, ну, в общем, начинается эта канитель. Он говорит, ладно, хорошо, подождите. Мы пока сидим, айран пьем. Я говорю, ну, слушай, ну, что делать? Слишком с ним качели не покачаешь. Ну, там, кто, кого, там, чего. Я говорю, как бы до конца дня ж мы не будем там разбираться, в банке звонить. Я говорю, ну попали на эти бабки, что поделать. Наличку ему отдали. Я говорю, слушай, все, уже доели, все покушали, все вкусно. Я говорю, поехали. Ну и в общем выходим, он нас догоняет. Ребята, подождите, сейчас будем разбираться. Я говорю, ну куда нам разбираться, у нас времени нету. В общем в итоге он там начал отчеты отбивать. Он говорит, нет, стойте, вот вроде как похоже, что прошло. Говорит, давайте я вам деньги, наличку верну. И вот приятно вот из-за такого отношения. Ну действительно, я же говорю, ему самому было, ну, хотелось добиться правды от этого. Ну и мы в принципе покушали и довольны отправились дальше. И как вы помните, в прошлых видео у нас мы разные перевалы называем своими названиями. И вот этот перевал, вот как раз вот здесь мы едем, блин, ну очень красивый. Но везде поля засеяны навозом. И мы, простите, его назвали дерьмовым перевалом. Но он действительно так пахло, и это было на протяжении, ну не знаю, километров 20, может 30. Но на самом деле дорога безумно красивая, но и за счет вот этот момент, видимо, как раз мы попали. Вот, простите, мы ему дали вот такое вот название. Ну а тем временем мы уже движемся в сторону Средиземного моря и должны мы выехать в районе города Финике, получается. Там по перевалу идешь, но опять же зацените, какая зачетная дорога. И в общем, ну опять же, с видами тут проблем нету. Тут на самом деле, ну, хочется притопить, но я же говорю, едешь, голова налево, голова направо, тут горы, тут обрывы, тут дамбы, тут, ну, очень довольно-таки симпатично. И получается здесь, в этом районе, мы когда уже в само ущелье спустились, и тут бах, начинаются вот такие вот моменты в горах, вот эти захоронения. Это вот здесь, это мы нашли, ну как нашли, опять же, остановились возле города Ариканда, и это античный город, и он, знаете, такой получается, как в скале туда проходишь. Но мы здесь буквально остановились ненадолго, посмотрели, да, как, ну, вот эту всю красоту, ее издалека очень видно получается, и рванули дальше. Ведь, как, ну, вы уже можете обратить внимание, все-таки, как ни крути, уже солнышко у нас садится за горизонт, а нам еще топить и топить, получается, по километражу. Нам от этой локации до места, где мы собираемся ночевать, еще получается в районе 80 километров. Но опять же, здесь дороги серпантинные. Ну, кстати, колонна мотоциклистов нам навстречу попалась. Дороги серпантин, ну, серпантин это, соответственно, снижение максимальной твоей скорости, средней, грубо говоря. Ну и как ни крути, у нас снова для вас интересная история. В общем, едем мы, наслаждаемся видами. Ирина тут вдруг увидела, говорит, слушай, быстрее тормози. Там, говорит, мы вот этот город античный проехали. А тут еще более красивые места. Мы останавливаемся, я поворачиваюсь. Она говорит, посмотри, вон наверху, это получается, я не знаю как, ну это, наверное, не олени, больше косули. И они, получается, вышли вот сюда на трассу посмотреть. Тут, я же говорю, столько помимо этого в горах захоронений вот таких красивых, ну, здесь вот на вот этой локации. Я ее, кстати, обязательно вам оставлю. Я же говорю, вышли вот эти вот, ну, дикие животные, ну, радовались как дети, действительно. Помимо этого, тут еще вышли местные жители. Ну, опять же, как местные жители, у них там маленький такой домик, получается, там, ну, скорее всего, это бабушка с дедушкой, и к ним внуки приехали, там, 3 ребенка. И мы пока вот эту всю красоту снимали, здесь вот эти вот, я же говорю, это просто, это не достопримечательность, ничего, это вот так вот на трассе, получается, расположено. Мы в таком восторге пока стояли, я поворачиваюсь, а у нас уже, смотрите, какая ситуация выходит. А тут остановились, да. Виноградом угостили.
Вот вам история о гостеприимстве именно как раз таки коренных жителей. Я вам скажу, просто выбежали, этот виноград нам дали, там мандаринами угощают, чай поставили. Блин, ну обидно было в тот момент, что я же говорю, у нас все сувениры закончились. И у меня просьба к тем, кто смотрит, действительно, я оставлю локацию, где живет эта замечательная семья. Может быть, сам, если там когда-нибудь буду проезжать, обязательно им что-нибудь захвачу. Ну и вы что-нибудь привезите, какой-нибудь сувенир, если вам не сложно будет. Действительно, настолько гостеприимно это все было и приятно. Ну а мы тем временем уже движемся в сторону, получается, нашего кемпинга, который мы запланировали. И здесь мы хотели остановиться буквально одну ночь. Но поскольку, как вы видите, мы приехали ночью, вариантов уже не было, и мы, ну, по-любому здесь останемся на вторую ночь. Но это опять же по предварительным планам, потому что у нас здесь посещение местной достопримечательности. Так, ну что, всем привет. Это наше утро. Вчера добирались довольно-таки очень поздно. Как говорится, часика не хватило. Припарковали здесь мотоцикл. Правда, чуть по песку пришлось поездить. Сейчас готовим себе завтрак. Ирина идет вон с мандаринками. У нас тут... Я сегодня, кстати, обещал вам рассказать, что за кашу мы едим. Посмотрим позже. В общем, получается, поставили вот палаточку. Нам даже столик дали со стульчиками, чтобы мы свое не доставали. Уже, честно говоря, так по рейтингу посмотрел, максимально хороший кемпинг. Уже долго не хотелось ничего выбирать, хотелось уже расположиться. Ну и в принципе, не знаю, насколько, конечно, мы сегодня изжаримся. Ну, я скажу, здесь очень симпатично. Прямо на берегу, получается, мы стали. Такие здесь виды. Ну, не знаю, нам пока все нравится. Сейчас пойдем пробовать море. Нет, сначала пойдем пробовать, что мы едим. Вот такой вид на пляж. Чуть-чуть, конечно, вчера приехали, вроде, ну, не, отличный, кемпинг отличный. Виды, посмотрите, какие виды. Там деревья, острова, блин, ну это реально симпатично. Так, конечно, не хватает чуть-чуть женской руки здесь пройтись. Вот это все сигареты бросают. Бумажки бросают. Ну, это уже характер людей. Так, ну что, друзья. А теперь то, что мы едим в наших походах. Я без рекламы. Мы потестили. Там и борщ возили с собой. И все. Ну, понравилась мельничная слобода. Фасоль. У них еще нут есть. Никакой рекламы. Нам никто за это честно не платит. Нам реально то, что понравилось. Сейчас я достану, у нас получается. Обычно мы едим прям с пакета, удобно. Ну, просто хочется показать, что внутри здесь, да? Получается. Он разогревается буквально 1,5 минуты, и он уже горячий. И самое интересное, что ты когда ездишь, пакеты, ну, такие они серебристые. И получается, они вообще не нагреваются. Вроде и на солнце бывает, иногда там забудешь его, а он получается прохладный довольно-таки. Так, ну что, посмотрим, что там у нас внутри. Такое месиво с виду. Ну, не очень удобно, когда ты начинаешь есть с пакета. Единственный минус, когда ты ешь это все с пакета. Мясо в самом низу. Хотя, как я и пытался перемешать там и все такое, да. Ну, все равно удобно. Ты не посуду не возишь с собой, пакет этот надломил и все. Так, вкратце давайте, не будем вас подтягивать. У нас такой вид шикарный на море, нам надо идти купаться. Вот, смотрите, фасоль довольно-таки не разваренная. Здесь немного такой томатный соус. И, как они обещают, 100 грамм мяса, но здесь реально похоже. Если его смотришь, оно вот разваренное довольно-таки. Ну, это, опять же, вот то, чем мы иногда завтракаем. Поэтому мы сейчас быстро завтракаем. И туда вот на море пойдем. И покажем вам более шикарные виды. Насладившись прекрасным Средиземным морем, мы решили не проводить весь день возле него и решили прокатиться в сторону города под названием Демре. И там есть такая достопримечательность, которая называется Город Мира. Этот Город Мира мы с супругой посещали 18 лет назад.
И поэтому мы хотели, ну, как бы вернуться, посмотреть, как оно все там, да, ну, ведь это было первое свадебное путешествие, и нам эта локация была приятна, ну, как дань памяти той, где мы были, куда мы путешествовали. Тем более это было вообще, в принципе, первое посещение за границы, и мы как раз его решили вот, ну, начать с Турции. Ну, а тем временем вы можете посмотреть, дорога туда, ну, это действительно красотища безумная. Это не просто, опять же, ну, направиться в город Демре. Если бы мы знали, что здесь настолько интересно и красиво, и много бухт, здесь вы, когда едете по этому серпантину, вы не только наслаждаетесь вот этим вот видом, да, на это море, потому что он, в принципе, в своем все время идет по над морем, но здесь вы еще можете, вот опять же, вот сейчас мы проезжаем общественный пляж. Вы сюда можете здесь приехать, здесь все оборудовано. Вот такие бухты. На сегодня здесь невероятно дул просто кошмарный ветер. Но когда вы заезжаете вот в такую бухту, она, ну, не дает этому ветру нагнать туда волн. И там местных туристов очень много. И мы, получается, вот мы сейчас проехали общественный пляж, а дальше вот едешь, раз заворачиваешь, еще одна бухта. Она такая вот симпатичная. Там, опять же, вот чуть-чуть дальше вы еще увидите их, мы покажем вам. А тем временем мы уже приближаемся к самому Демре. И здесь у них большущая такая стоянка. Ну, тут всегда автобусов всегда было много. Но мы уже приехали после 3 часов. И решили уже направиться к самой достопримечательности. Припарковали мотоцикл и пошли покупать билеты. Так, ну что, друзья, у нас очередная древность. Многие скажут: Серый, да ты задолбался со своими древностями. Но чем нам хотелось эту древность посетить, на самом деле мы уже более крутые места, конечно, посетили здесь. Но здесь мы 18 лет назад просто были. Немного молодость захотелось вспомнить. Поэтому вот сейчас посмотрим Колизей. Это старые захоронения. А и в принципе тут больше и смотреть нечего. И за все это мы отдали 980 лир за двоих. Ну, как-то так. Чуть-чуть вот так еще покажу вам. Так, ну, мы, как обычно, забрались на самый верх. Посадочные места целые. Ну так слегка, кстати, изменился он за 18 лет. Ну, в общем, вот такой, кстати, скромный маленький объект. Честно говоря, после всех просмотренных ранее, конечно, как первый раз мы сюда приехали, да, было впечатление просто невообразимое. Это вообще было наше первое путешествие за границу. А сейчас, конечно, посмотрев, реально большие объемы бывают, даже в той же Турции. Ну, а тем временем мы уже подошли к тому моменту, то, ради чего мы приехали в этот город мира. А это повторить ту фотографию, которая была 18 лет назад. И, ну, в общем, вот так вот получилось. Ну, не идеально, но все же было приятно. Ну, в общем, погуляли мы по этому городу, посмотрели, что и как. И поскольку после посещенных достопримечательностей до этого мы уже поняли, что этот город слишком мал для нас, мы рванули уже дальше. Вот такой дёнер здесь подают. Попробуем сейчас. Ну и, в общем, подкрепившись, мы рванули уже в сторону нашего базового лагеря. Ну, опять же, я вам скажу, мы сейчас вот проезжаем эти же бухты. Если здесь запланировать, ну, остановки, здесь есть очень много и диких бухт. И вот как в начале я вам показывал, пожалуйста, общественные пляжи. Ну, красотища просто безумная. Единственное, что нам в этот раз не повезло, это ветер, конечно. По дороге обратно, ну, он настолько усилился, что местами мы реально думали, что нас собьет просто с дороги. Потому что ветра все-таки, как ни крути, с Средиземного моря. И вот немного как раз сосредоточу ваше внимание. Это самая лучшая, по моему мнению, бухта.
там и пещеры. Ну, я же говорю, вы в принципе можете посмотреть этот район, вот этот Финики, от Финики, получается, до достопримечательности вот этого города мира, Демре, опять же город этот называется. И мы вот, получается, на обратном пути не удержались, остановились вот посмотреть вот эти прекрасные мощные волны с вот таким шикарным ветром. Сразу уточню, ни один байкер при съемках данного видео не пострадал. Ну и смысл нашего путешествия в эту локацию, я вам сейчас немного уточню, пока вот вы можете наблюдать, да, вот эту красоту, по которой мы едем. Это мы, почему здесь выбрали наш базовый лагерь на Средиземном море? Потому что здесь находится гора Химера. А гора Химера здесь... Ее можно посмотреть только, ну, в принципе, вы можете и днем ее посмотреть, но идеально эту локацию посмотреть только ночью. Поэтому вот мы решили вот так вот наполнить свое путешествие, посмотреть. Вот это, кстати, наша долина, в которой мы живем. Вот если туда дальше всмотреться, вот он как раз таки вот это ущелье, и мы туда вниз спускаемся по нему. И там как раз таки находится наш кемпинг. Ну а нам надо торопиться, потому что мы все-таки хотим посмотреть эту достопримечательность. Ирина, оплатили 2 билета, идем. Гора Химера называется. Уже 2,5 километра пешком. Так, ну это не продолжение какого-нибудь там жуткого сериала про ведьму. Это просто мы идем. Вот здесь каждые 50 метров ориентир. Это значит, вы прошли 50 метров. Вот такой бак стоит. Там на горе иногда вот так проблескивается. Вот сейчас фонарик убрал. Вот как раз проблескивает, как светится гора Химера. Ну, конечно, дорога для ночи очень интересная. В общем, увидимся чуть-чуть попозже. Так, ну если вы думали, что мы сдались, и вот такие бордюры для нас проблема, ну ничего подобного. Мы продолжаем идти. Почему-то перестали появляться ориентиры. Опа, вот. О, смотрите. Нам осталось... Ё-моё, 850 метров еще. 150 метров прошли. Ладно, не буду забивать память телефона ненужной информацией. Так, ну что-то происходит с этими знаками. Идем. 700 осталось. Идем. Обрадовались 500. Потом 600. Ну что я вам скажу. Километр в гору это не слабо. И это, смотрите, бесплатный газ в Турции. Хопа. Никто не ожидал. Ладно, давайте по-честному. Гора Химера. Фух. Я думаю, тут уже даже фонарик не нужен. Только нас забыли предупредить, что внизу надо покупать маршмеллоу. Там какой-то шабаш устроили. Ну такой шел на гору Химера, куда специально за огнем поднимались греки. И послушайте, что за музыка здесь играет.
Ну, пыхает. Пыхает, да, реально пыхает. О, Зай, пыхнула, но потухло быстро. Неа. Мы, как обычно, путешествуем на мотоцикле. И нас, как обычно, почему-то всегда прикармливают здесь. Ну, вот, угостили такой маршмелло. Вот молодые ребята пришли сюда. А мы почему-то забыли ее, как всегда, купить. Мы сейчас маршмелло отдадим Ирине, она пускай жарит. На вот этом прекрасном огне, который поджаривает мою ляжку. Я уже не могу. Ирина, ну хоть чуть-чуть счастливое лицо изобрази. Bununla ilgili komikliğini nasıl bir diyalog geçirebiliriz ha? Atıyorum. Повар из меня, конечно, так себе. Сережа, что ты делаешь? Я, как говорят, здесь грилит маршмеллоу. Bana şey versene. Кстати, там ничего не горит сзади. Uzat. Burada olmasın. Kanatsana. Elim kırıldı. Ну, это самое интересное маршмеллоу. Жарко маршмеллоу в нашей жизни. Мне кажется, там уже горит. О, как только запахло сахаром, употребляйте. И вот, честно говоря, даже мы не ожидали, что настолько нам эта локация понравится. Вот такая вот замечательная гора Химера, возьмите себе, как говорится, на заметку. Ну а мы здесь сделали пару фотографий. И, честно говоря, даже уходить не хотелось. Здесь такие прекрасные виды. Ну, вы сами можете это все видеть, наблюдать. Ну, великолепнейшая локация. Всех прошу на заметку. Ну, а тем временем у нас уже наступает следующий день. И получается, вот хотелось бы немного ознакомить, да, вот с этим кемпингом, в котором мы остановились. Опять же, напомню еще раз, все кемпинги, все локации, которые значимые для нас и интересные, без рекламы, они будут внизу в описании. В общем, смотрите, кемпинг вот такой вот, вроде казалось бы невзрачный, но опять же, здесь все в доступности. Стиральные машинки, холодильники, чайники, это все, пожалуйста, вы пользуетесь. Вот довольно-таки удобно. Чай, кофе, все бесплатно, пожалуйста. Набрели на такой рыночек. Здесь разные фрукты, сыр, даже козий сыр есть для любителей. Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо... Опа! Там у них свет такой, рыбный рынок. Они тут же тебе и жарят сразу, и парят. Все, что хотите. Ну а мы сейчас пойдем чуть-чуть овощей прикупим. Заказали креветки. Посмотрим, что из этого выйдет, как здесь готовят. Вот тоже и овощи, и яйца. А это мы, получается, вернулись в начало. Мы искали в городе Чирала, вот где мы остановились, ну, какой-то большой продуктовый рынок. Вернулись, а здесь, получается, в самом начале на въезде, ну, я опять же точку оставлю вам, где он собирается, этот рынок. Мы вернулись, здесь такой громадный стихийный рынок, тут что только не продают на этом прекрасном рынке. Ну и, конечно же, наши любимые креветки, оливки, все это есть, все в изобилии. Ну, действительно, мы были в восторге. Закупили здесь, опять же, для себя разными продуктами и двинули в сторону нашего кемпинга. Получается, здесь вы можете, ну так быстро для уточнения, заказать ту еду, которую вам надо, они ее приготовят. Также здесь вот это касаемо морепродуктов. И с удовольствием ехать у себя кушать то, что вам, ну, душе угодно. Hello, welcome to Turkey. Hallo, schön. Schauen, gucken. Bitte. Was Preis? Еще раз привет. Привет. Давай угостим вам. Нет. Обратно пути. Нет, еще не на обратном пути. Вот так интересно нас на этом рынке приветствовали. Как вы могли видеть, там не только, в принципе, еда продается, а еще и вещи.
Ну и всякие сувениры, ну много чего, сладостей полно. В общем, ну вот так мы мило погуляли и рванули уже в сторону, получается, нашего кемпинга. Это мы по дальней улице поехали города Чиралы и объехали, получается, весь этот маленький поселок. Ну, сама вот эта вот обстановка в этом городе, она, конечно, ну, довольно-таки спокойная. Здесь нет вот этих громких дискотек. Ну, довольно-таки очень спокойные. Вот эти плюс, везде вот эти кактусы насажены, куча гранатовых деревьев. Это, кстати, мы уже повернули, стоянка кемпинга. Вот здесь слева, если на ванах вы путешествуете, пожалуйста, можете парковать. Розетки, помимо этого, там просто ночное освещение, вода подтягивается. Ну, а мы тем временем уже подъезжаем к самому кемпингу, получается, ближе туда. Уже ближе к морю, где мы живем. И идем кушать. О, здравствуйте, друзья. Мы доели всю фасоль, что у нас была. И 3 дня прошло, как не бывало на этом пляже. Нам надо ехать дальше. И поэтому мы вот все, что нашли здесь, это креветки. И Ира заказала у нас барабульку. Это барабулька это? Барабулька. Барабулька, да. В общем, хорошо покушаем сегодня в обед. Слегка вечером подкрепимся клубничкой. И рванем уже завтра в сторону дома. Вот с таким, кстати, видом мы сегодня обедаем. И вот такой невероятный закат нас ждал этой ночью. Ира, ты представляешь, у нас здесь горы. Потом посмотри, у нас здесь острова. Кристально чистая вода. Представляешь? А Саша с Женей купаются в болоте. Даже Дима с ними не поехал. Ох, друзья, сегодня море у нас как никогда спокойное, чистое, теплое. Вот такой шикарный вид у нас на пляже здесь. Людей немного, лежаки свободные. Многие говорят, почему мы так отдыхаем. Можно сказать, дешево, или как это назвать. Но я вам скажу, это все не так уж и дешево тут на этом пляже отдыхать. Мало того, что здесь есть вот такие вот, смотрите, кладки. Это кладки яиц, за них громадный штраф на этом пляже. Так, помимо всего, здесь на этом пляже растет краснокнижный цветок. За повреждение этого цветка 10,5 тысяч долларов штраф. Вот смотрите, люди, видите, этим лежаком уже никто не хочет пользоваться. Вот такая красота. Называется песчаная лилия. Да, песчаная лилия называется. И вот он то там вырастет, то там, и все. На самом деле очень уникальный цветок. Ирина говорит, что он очень уникальный. Я не знаю почему. Вы гуглите. Да, в общем, гуглите. А мы идем в лагерь, переодеваемся и едем на обед. У нас система не все включено в этот раз. Почему-то не хотим уезжать. Уже вот завтра по-любому надо уже уматывать отсюда, потому что у нас осталось всего 4 дня, чтобы до дома доехать, поскольку надо на работу трудиться. Ну, такой обзорчик, смотрите, на наш, получается, кемпинг. Есть и домики туда дальше. Ну, как-то у нас получилось так, что мы день встали, 2 встали. На 3-й день уже лень было в какой-то домик переезжать. И сегодня нас море так разморило, что мы решили еще на денечек остаться. Шикарнейшие белые душевые, все прилично. Туалеты разного вида. Пожалуйста, холодильники, морозильники, все вот, все, что хотите. Стиральная машинка, все это входит в плату. Вот 600 лир мы платим за ночь. Остановились вот в таком месте. И также, ну, наш домик маленький. Нам хватает. Ночью прохладненько, даже в спальничке укутываемся. И здесь у нас тоже, видите, прямо посреди лагеря вот так вот вырос этот цветочек. Вот она, эта песчаная лилия. А так вот это все, лежачки оформлено очень хорошо. Подтянули свет, электричество. Хозяина
Говорит, что Борис зовут, но навряд ли это для русских. Вот такой летний душ. Туда дальше проходишь, там стоянка, я позже покажу. Ну давайте сразу пройду уже. Вот получается, если не хотите домики. Ну, наверное, здесь, в этом городе, одно из лучших расположений. Потому что в основном все на второй, на третьей линии. А вот пару кемпингов вот с таким расположением. Ну вот я и перегнал мотоцикл сюда. Здесь удобно, поплотнее земля. И вот здесь можно кемперами парковаться. И вот получается, я мотоцикл поставил. К каждому кемперу подтягивается розетка, есть вода. Ну это для кемперов. Так, это наша любимая пара на этом пляже. Они вытворяют невероятные вещи. Вау, это же мостик. Мостик волшебства. Вот, посмотрите, как режиссер показывает. Вот так надо делать. Вот, да. И вот это происходит в течение, наверное, минут 40 уже. Так, ну что, друзья, в этой бухте как никогда. Уже, видите, кораблики все вернулись. Именно парковочное место у них здесь. А это вид на другую сторону, получается, вот здесь. Там Марина у нас купается. И вот здесь парковка у нас кораблей. У нас здесь черепашьи кладки по всей дороге. Так, зацените, какое у нас море. Вон моя селедочка подплывает. Это у нас бухта, парковка для кораблей. Это у нас просто маленькие острова. Чуть-чуть палец у нас закрывает вот так. В общем, всем привет с моря Средиземного. Привет! Так, а у нас 7 утра. Потихонечку просыпаемся. У нас уже все большие пробеги. Вчера как никогда людей приехало с палатками. Тут какой-то, я даже не знаю, как его назвать. Дети солнца собираются, в общем. Играют на барабанах, на дудочках. В общем, поэтому надо валить. Слишком много народа уже здесь. В общем, вот так интересно мы отдохнули в кемпинге. Ну, я вам скажу, ситуация такая, что если бы изначально я, конечно, Ирине сказал, что мы здесь проведем 4 ночи, она бы мне сказала, даже не поворачивай в этот кемпинг. Ну, а поскольку у нас так все сложилось, я же говорю, здесь оказался кемпинг настолько удобный, что здесь вот эти души, они очень, ну, все чистенько, 2 раза в день они мыли. Хотя, ну, опять же, надо отдать должное, здесь управляющие 2 мужчины были. Я не знаю, насколько они там родственными связями связаны, но это не принципиально, да, но если один уезжает, другой остается здесь постоянно, он что-то ходит, где-то прибирает. Да, конечно, женской руки не хватает там в каких-то мелочах, но опять же, я же говорю, по всей территории пройдетесь, у вас везде там несколько туалетов, несколько душей. Опять же, если не нравится вам здесь, вот мы платили 600 лир за нашу палатку, ну, есть альтернатива. Вы можете, пожалуйста, у него несколько палаток по территории расставлено. Они стоят 750 лир. И там уже у вас будет и постельное белье. Можно было, в принципе, даже не заморачиваться со своей палаткой. Разворачивать ее, устанавливать. Ну, это, опять же, кому что нравится. Подъезжали ребята, кто-то ставил палатки, размещал свои, так же, как мы. Вот последнюю ночь понаехало очень много туристов именно со своими палатками. Но, кстати, большая часть и уехала. Ну, опять же, подведем итог по именно остановке в этом кемпинге. Он был настолько комфортен, что мы без проблем, ну, прожили здесь 4 ночи. Это было настолько комфортно. И если бы, ну, по отпуску позволяло еще время, я думаю, мы с удовольствием бы еще бы на 1, 2,
максимум ночевки остались. Но опять же, альтернативой вам, если интересно, есть какие-то домики. Вообще, сам по себе этот район Чиралы, он оказался очень таким тихим, уютным, интернациональным. Очень много с разных стран людей сюда приезжает. Потому что ты там в той же кафешке садишься, общаешься с разными людьми и понимаешь, что не только там, наши ближние зарубежье, с России очень много людей. Опять же, информация для тех, кому интересен этот курорт в плане спокойного отдыха. Мы поговорили с людьми, которые уже не первый год туда летают. Есть группа, она так и называется, Чиралы, в Телеграме. Вы вступаете в эту группу, прилетаете в Анталию, и, пожалуйста, трансфером вас доставляют в этот поселок. Выбираете, опять же, там в группе можете найти, либо по каким-то сервисам снимаете себе отель, отдыхайте какой-то период, если вы без такого транспорта путешествуете, и возвращаетесь обратно тем же трансфером. Зачастую в этой группе очень много людей совпадает по датам вылета, и вы согласовываете, и можете даже вообще довольно-таки бюджетно уехать в ту же Анталию. Вот как раз таки сейчас мы уже едем по Анталии. В общем, рассматривайте для себя самый удобный вариант. Для нас было удобно вот так, получается, попутешествовать в этой локации, посмотреть. Еще, кстати, один из немаловажных моментов, когда мы запланировали на один из дней, вот мы на рынок я вам показывал, как мы поехали. Шикарнейший рынок, очень много, все доступно, пожалуйста, берите, выбирайте. На следующий день мы с таким удовольствием поехали и хотели еще там себе приобрести там креветки, еще кое-что нам понравилось. Но оказывается, он работает только по определенным дням. Но опять же, вот вам, пожалуйста, группа. Подключайтесь, узнавайте, спрашивайте. Смотрите, по посещению, вот пока сейчас у нас такой пробег уже в сторону, мы сейчас движемся к Каппадокии. Вот уже с Анталию мы проехали, получается, вот аэропорт, как раз куда все прилетают. И еще немного по Чиралам и закругляемся по той локации. Вот получается, что касаемо посещения самой горы Химера. Это действительно стоит делать, 95% даю вам, что это ночью стоит делать. Потому что таких видов, и вот этот вот как раз таки, как горит огонь, это незабываемое. Но, опять же, учтите, километр это именно от основной локации, откуда, вот этот главный вход, вы платите за вход и пошли. Оттуда километр в гору. Не спеша вы подниметесь, но все равно учтите, это нужны фонарики. Опять же, берите с собой воду. Наверху ничего нету. Наверху вы предоставлены сами себе. Есть какой-то бесплатный вход по лесу сверху, но цена не настолько критическая, чтобы действительно где-то искать какие-то обходы. Я не вижу смысла. Там стоимость 45 лир обходилась, вот этот вход. Но мы видели, как люди там по лесу пробирались, действительно там с фонариками. Это опять же на ваше усмотрение оставляю. И не забывайте, не так как мы. Я смотрю на это маршмеллоу, говорю, зачем оно нам нужно, там сладкое, вверх подниматься, мы сейчас этой воды не напасемся, зачем нам брать маршмеллоу с собой. В общем, ситуация такая, что мы его не взяли, нас угостили. В общем, имейте в виду, по этому видео вы определитесь, что для вас более важно. И если этот регион вам интересен, обязательно посетите эту локацию. Мы остались в безумном восторге. А тем временем мы уже двинулись за Анталию и едем в сторону нашего любимого клубничного перевала. Это получается, не доезжая до города Сиде, вы сворачиваете на трассу под названием Д-687. И получается, вот едете вот такими шикарными видами. Здесь очень красивые перевалы, но опять же, если будете проходить рано утром, обязательно одевайтесь, они очень холодные. И, как всегда, вот она клубника. Здесь она в сентябре и такая шикарная. Для любителей клубники это просто безумное место. В прошлом году мы здесь ехали, здесь там бабушка, она пекла, получается, гюзлеме, клубнику эту продавала. В этом году эта бабушка нас своим присутствием не порадовала, и мы нашли вот альтернативу. Здесь семья стояла, продавала вот такую клубнику. И, помимо этого, здесь много очень локаций, где ее продают. Это не только один человек ей торгует.
Ну, вы опять же увидите, как вот эти поля, здесь ее очень много выращивают, там помимо клубники много всяких овощей они выращивают. Кстати, удивительно, здесь высота над уровнем моря больше 1500 метров. Ну, и опять же, здесь клубника вызревает настолько сладкая. Ну, опять же, это только для любителей клубники. Ну и, естественно, для любителей красивых пейзажей, потому что здесь дорога, ну, просто безумно красивая. И ремонты они недавно проводили самого вот этого полотна, и много участков они заменили, потому что в прошлом году мы еще ехали по этой дороге. Здесь действительно, ну, дорога, вспоминаю нашего друга, приходи кататься. Ну а тем временем мы уже с вами приближаемся к такому городу под названием как Бей-Шехир. И здесь также есть вот это вот громадное озеро Бей-Шехир. Но опять же, вот эти перевалы, когда ты вроде ехал по равнине, тут бах, перевал такой большой, и ты выезжаешь в вот это озеро, вот эти вот острова, ну, очень красиво смотрится. И дело было уже к обеду, и мы уже, ну, искали как бы опять же столовую, до той столовой, которую мы знали, далековато, и мы решили остановиться в самом городе Бей-Шехир, как раз мы там никогда не были, пообедать. Сережа, ты опять ешь? Да, про нас забыли, сидели, ждали полчаса. Чай дали, все дали, а мясо забыли. Вот сейчас быстренько перекусываем и ищем аптеку. Ну, тут как ни крути, всегда бывают, знаете, такие нюансы, проблемы с общением. Вроде все уже договорились, меню показали, это один. Ну, по примитивному иногда. Ну, вот в Турции сложно очень общаться, потому что только турецкий они знают. В Турции в глубинке вот в такой. Только турецкий они знают, никаких английских, ничего. И получается, заказали 2 блюда, ждали, не поймем, нету и нету, уже минут 20. Они тоже не поймут, что вы хотите. Уже и чай нам 2 раза приносили бесплатно, все. Я говорю, а когда мясо будет? Он, так вы еще хотите? Ну, в общем, ну, такие смешные ситуации, их не избежать. Смотрите, Ира мерзлячка. Гляньте, какая жарища, люди в купальниках, а Ира в оверсайзе. Мы поехали туда. Уже мы... А куда мы едем? А, Конья. Вот. Мы уже почти доехали до Коньи. А вот они, Кони. И вот, кстати, вам на заметку. Город Конья. Мы всегда... Ну, у нас выбора нету. Мы его пролетаем, потому что у нас такие вот здесь уже гоночные дистанции получаются. Нам надо спешить. Там переночевать, спешить уже до другого места. И поэтому у нас не получается. Мы всегда этот город проскакиваем мимо. А опять же, этот город больше 2 миллиона жителей, 7500 лет до нашей эры, я, кстати, смотрел, он был основан. Очень интересный такой, с богатой историей, действительно достойный для того, чтобы выделить ему больше времени. Поэтому, если у вас есть возможность, вы обязательно посмотрите хотя бы старую часть этого города. Ну, я думаю, что в какой-нибудь из путешествий мы обязательно здесь больше времени уделим этому городу. Ну, а так, опять же, современная инфраструктура, у него очень все развито. Ну, я же говорю, город достойный посещения. И когда вы отправляетесь, вот через него мы едем все время, у него есть одна часть, она получается настолько громадная, вот эта промышленная зона, она заполнена разными компаниями, фирмами, там едешь, я же говорю, столько названий, ну просто не передать. Ну и опять же, для любителей шопинга, здесь по центральным улицам, когда мы ехали, очень много всяких торговых центров. Вот, кстати, вот, ну, трамвайные сообщения здесь развиты. Ну, опять же, это на заметку, если что, погуглите, посмотрите топовые локации этого города и, пожалуйста, вперед. Ну, а мы тем временем уже продолжаем движение. И следующий город у нас по назначению это Аксарай. Но до Аксарая, пока вот едешь от Кони до Аксарая, есть такой вот участок. Я его называю горизонт в горизонт. Ты когда в зеркало заднего вида смотришь, там у тебя видно дорога ровная такая, и ее прям до горизонта видно. И смотришь вперед, и у тебя такая же ситуация спереди. Это вот сейчас мы проезжаем поселение местных цыган. Их тут довольно-таки очень много. И вот я же говорю, настолько утомляет вот эта дорога тебя, просто я ее, честно говоря, без энергетика просто не могу проехать. Ну, на видео, как видите, мы бах, и уже в Аксарае.
Вот такая функция монтажа. Сам, конечно, город Аксарай уже, ну, значительно поменьше, там около полумиллиона жителей. Ну, все равно довольно-таки симпатичный. Ты его проскакиваешь по центральной части, очень много памятников вот здесь вот на дороге расположено. Ну, в любом случае, намного интереснее ехать, чем вот как я вам объяснял по предыдущей дороге, да, когда горизонт в горизонт едешь. От Аксарая, кстати, до самой Каппадокии уже остается совсем немного километров. Там в районе 80-90 километров получается пробег. Но вы учтите, уже начинается настолько интересная вот эта локация, когда уже от Аксарая к Каппадокии едете. И если вас интересует именно историческая часть, вы можете вот этот сам Невшхир, это вот как раз где Каппадокия, посмотреть очень много локаций там вокруг. Здесь же есть вот этот невероятный такой вот город, получается, он в районе 16 этажей в подземлю уходит. Ну, я же говорю, тут локации не счесть. Ну, опять же, тут на саму Каппадокию надо закладывать, если есть возможность, как минимум 3 дня, потому что вокруг смотреть не пересмотреть. Так, друзья, остановились мы, как всегда, на заправке Опет. Почему люблю эту заправку? Они вот, да, вот такой непонятный шар, кругляшок у них. Во-первых, простите за туалетную тему, здесь туалеты всегда хорошие. Чай бесплатный. Ну, не везде, конечно, но бесплатно. За сладость пришлось заплатить. И нам осталось 18:12. У нас через час получается закат. Нам 30 километров до Каппадокии. Поэтому давайте поднажмем. За вас. Ну а на этом я предлагаю закончить нашу 3-ю часть. До встречи в 4-й части. Всем пока.